Привет, меня зовут Катерина Косихина, я художник из Санкт-Петербурга, и вы на моем творческом канале, где я пишу картины и рассказываю про жизнь художника. Это второе видео о моей подготовке к выставке, которая пройдет в Ижевске уже через месяц. И сейчас с момента последнего видео прошло 7 дней, и я хочу вам рассказать, как идет процесс. Думаю, надо начать с того, что сейчас у меня достаточно непростое время. Сейчас из-за волнения и стресса за моего близкого человека я испытываю такие очень сильные эмоциональные качели. Я рада, что у меня сейчас такая глобальная цель, и несмотря на любые ощущения, я продолжаю работать и писать. В понедельник и вторник я еще не имела четкого представления, где и как я проведу свою выставку. Я уже думала, может быть, мне что-то снять на вечер, представить картины и в целом разойтись, то есть не делать что-то глобальное. Но, конечно, не так я представляла себе свою персональную выставку. И храни Боже Ижевск за то, что каждый друг друга там знает. Я связалась с нашим знакомым, и он мне посоветовал обратиться в оранжерею искусств. До этого мне скидывали рекламные баннеры, что открылась какая-то оранжерея искусств. Я решила им написать, потому что был еще вариант написать в Ижевскую галерею, но у них план выставок расписан на год вперед, поэтому те варианты отпадали. Я написала в оранжерею. Я очень надеялась на положительный ответ, потому что планка бы моя поднялась, конечно, в несколько раз, и работать ради такого выставочного пространства и такой персональной выставки мне бы пришлось еще, наверное, в 4 раза больше, хотя я и так работаю по 12 часов в день, но ну ладно. Мы связались с площадкой, и они рассмотрели мою заявку на персональную выставку. Вчера я уже оплатила аренду, и вот примерно пока что с 8 мая по 8 июня моя экспозиция будет размещена в оранжерее искусств. Класс! Дату открытия и персональные приглашения на открытие я разошлю чуть позже и сообщу чуть позже, когда будет готова афиша и в целом утверждены все даты. У меня будет 3 зала, и мне нужно много работ. Часть выставки из Петербурга тоже поедет в Ижевск, но сейчас я работаю над новыми полотнами, и они совершенно другого уровня, и мне хочется создать прямо серию таких работ. Так как у меня 3 зала, я планирую разделить экспозицию на 3 таких отдельных элемента. У меня будет что-то в виде глубокого, сильного такого гиперреализма. Дальше я хочу поддержать картину из Питера с маяком. Хочу создать такие темные, бушующие картины, прям эмоционально, которые очень мне откликаются. И, наверное, третий зал будет с чем-то таким ярким, спокойным, жизнерадостным. Думаю, все будет с морской тематикой, естественно, потому что это прям мое. Но вот по ощущениям хочу эти 3 зала использовать для 3 направлений. Чувствую, будет огонь. И каждый желающий в Ижевске сможет прийти и посмотреть мою выставку, а также в день открытия познакомиться со мной лично. Я так невероятно рада, если честно. Я чувствую, как я могу порадовать близких, семью, знакомых, друзей. И это такие положительные эмоции, наверное, которые нам очень необходимы сейчас. Также радостная новость, что картины с питерской выставки продолжают находить свой дом, и вчера купили еще одну картину. Я невероятно рада. И напоминаю, что если вы из Петербурга, вы можете посетить мою выставку в Питерском планетарии на Горьковской. Вход свободный в часы работы музея. Это наша совместная выставка с моей подругой из Питера, и вы можете прийти посмотреть, а также купить наши картины. Всю эту неделю я продолжала работать над 2 новыми сложными полотнами. Меня часто спрашивают в запрещенной сети, по каким референсам я пишу. Хочу ответить на этот вопрос. Я всегда использую свои фотографии, которые я сняла, сделала кадр, а далее я подключаю свое воображение. Я меняю композицию, меняю цветовую гамму, меняю вообще яркость или, наоборот, затемнение картины, чтобы уже вложить в нее всю какую-то глубину и чувства свои, эмоцию, и передать какой-то определенный момент. Может быть, это там закат, рассвет, особый свет. В общем, обычно это сборная солянка из моих фотографий и моего воображения. На прошлой неделе мне еще было очень сложно снимать вам ролики, и это вызывало дискомфорт сильнейший. Но в начале недели мы сделали ремонт и перенесли дверной проем на другую стенку. И теперь у меня идеальное пространство, идеальная стена. Обновили цвет, я еще покрасила другую стенку, поэтому теперь съемки в 1000 раз комфортнее. Да и рисование в целом комфортнее здесь стало в 1 000 000 раз. Это было самым лучшим решением. Так как теперь у меня здесь идеальное пространство для творчества и такая максимально творческая квартира, я очень давно хотела себе в команду найти фотографа, который смог бы хотя бы раз в неделю встречаться со мной и делать какие-то кадры, отснимать новые картины, меня в процессе, меня за работой. Это очень помогло бы разнообразить мой контент как в запрещенной сети, так и профессионально фотографировать картины, чтобы подавать их в галерее или вот для афиши, для выставки. В общем, мне кадры нужны были,
Поэтому у меня произошла первая съемка. Это получилось великолепно. Картинки, как из Pinterest, можно выкладывать. Прикладываю вам фотографии, больше можно посмотреть у меня в Telegram. Среда, четверг, пятница, суббота. Я писала где-то по 12 часов, в параллель 2 полотна больших, но, к сожалению, успела закончить только одну картину. Но, наверное, такого уровня картину было бы странно, если бы я закончила раньше. Не получилось бы такого гиперреализма, того ощущения глубины, которую я хотела. Поэтому, наверное, это хороший результат, но на следующей неделе мне надо бы ускориться. Когда я писала эту картину, мне в голову пришли новые идеи для новых полотен, поэтому, наверное, хорошо брать иногда такие сложные сюжеты, на которых ты медитативно концентрируешься, и твой мозг где-то на особых волнах витает и придумывает новые идеи. Хотя механически ты выполняешь там одну работу, а мысли твои совсем о другом. Поэтому вот вся концепция, наверное, выставки, которая будет, пришла ко мне, когда я писала последнюю картину. Вот так плодотворно прошла эта неделя. Сегодня 1 апреля, это значит у меня ровно месяц, потому что 30-1 мая все картины с моей экспозиции должны быть уже в Ижевске, в выставочном пространстве. И я немножечко волнуюсь, но я в предвкушении. Я думаю, что это будет глобально, это будет очень значимо для меня. У меня появляются мысли после этой выставки, если у меня получится сделать следующий скачок в своей профессиональной деятельности, но об этом чуть позже. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на меня не только тут, но и в других соцсетях, там контента гораздо больше. Не забывайте ставить палец вверх под этим видео, чтобы как можно больше людей увидело мой канал, мне это действительно важно. Увидимся через неделю, я побежала творить. Пока-пока.